Последний день выставки, очень устали, нужно как-то взбодриться. А я повторюсь, сопровождаю клиентов на выставке пищевого оборудования и все, что с ним связано. Нету времени ждать, пицца будет 8-метровая. Я думаю, очень вкусная. Рабочий день окончен, начинается вечерняя программа. Зашли в ресторан. Вечерняя программа обещает быть очень вкусной и долгой. Ведь это Гуанчжоу, здесь обилие морских блюд. Я боюсь давать комментарии. Просто трэш какой-то. Это Гуанчжоу. Дабы показать клиенту свою доброту и щедрость, китайцы всегда заказывают много еды. Особенно если ты иностранец. И тем более, если ты его партнер. Так что будьте готовы. Наконец-то выставка окончена. Покидаем провинцию Гуандон. Южный ЖД вокзал, самый крупный, наверное, в Азии. Огромная плотность людей зашкаливает просто. Что нужно найти, где здесь кассы. 售票处在哪里？售票处。那边吗？售票处那边吗？怎么走？行了。Растерялись сотрудники вокзала. Выставка закончена. Мы с клиентом перемещаемся в провинцию Чжэцзян. Это севернее, там будет намного холоднее. Будет несколько заводов. Еще 2-3 дня. И последний день в Нимбо. Выставка подошла к концу, и я с клиентом отправился в командировку. Перед тем, как работать с Китаем, нужно убедиться, что это Китай. Нужно убедиться, что перед вами достойный партнер, что у него есть за спиной фабрика, оборудование, и он может сделать вам продукцию. Это важно, потому что отправить деньги незнакомому человеку, это крайне рискованно. Приехали на фабрику, директор попросил не фотографировать. Честно говоря, я посмотрел, сарай сараем. Внутри делают подносы. То есть, абсолютно простая технология. Много станков, все в хаосе. Работает человек 10. Нельзя так нельзя. Приехали с клиентами на следующую фабрику. Первая фабрика оказалась сверхсекретной. Ничего нельзя снимать и так далее. Шутка. Сейчас фабрика, действительно фабрика. Колонны стоят, цеха есть, здание. Обед. Сейчас посмотрим, может быть, еще кто-то что-то производит. По виду менеджера можно догадаться. Перед нами руководитель, точнее его жена. Достойный шоурум, много цехов. Все почти отлично, если бы не припирание со стороны этой жены. Только с китайской женщиной можно так долго спорить по пустякам. Поэтому переводчик в первую очередь это переговорщик. Закончили на фабрике. Очень тяжелые переговоры. 3 часа мы обсуждали одно условие, но в итоге мы пришли к этому условию. Как сказала директор фабрики, что в Китае надо поговорить было. Если бы она сразу согласилась, она бы была не китаянкой. Поэтому мы 3 часа упорно достигали какого-то компромисса. Мы его достигли. А это уже следующая фабрика. Много хаоса и слабовато для поставщика мелкобытовой техники. Вот такая фабрика, это гараж.
Вот это настоящий гараж, с которым не надо работать. Вот так вот они тестируют свою продукцию. Где-то в сарае что-то крутится. Иногда мне кажется, что нужно снимать не про фабрики, а про рестораны китайские. Обилие блюд просто зашкаливает. Пойдем посмотрим, что мы сегодня будем обедать. Чтобы как-то сгладить впечатление о фабрике, директор накрыл поляну. Ну, стандартный прием китайцев. Очень вкусный обед, но слабенькое производство. Едем дальше. А здесь вообще без комментариев. Место страшненькое. Мы куда-то еще приехали, ну, какое-то стрёмное место, стрёмная фабрика. Делает печки для пиццы. Меня уже зовут. Не зря посетили фабрику. Сам директор фабрики такой положительный, вроде как ответственный. Делает печки для пиццы. Но есть две проблемы. Первое, что они неофициально производят товар, то есть документов на товар нету. И второе, что у них нет экспортной лицензии. Как это экспортировать, это уже следующий вопрос. Такая подпольная фабрика. Видно, что нету никакой охраны труда, ничего. Поэтому если нагрянут надзорные органы, то это будет уголовная ответственность у директора фабрики. Поэтому нету ни документов, ни экспортной лицензии и так далее. Ну вот есть такой Китай. И его много. Приехали на фабрику. В Нимбо фабрики посерьезнее, побольше, поинтереснее. Все серьезно. По-крупному. Это настоящая фабрика. Менеджер говорит, мы это делаем, и это делаем, и это, и мы все делаем. У нас 6 фабрик и так далее. Это вот неправда. Обычно китайцы стараются преувеличить, прихвастаться. Поэтому идем конкретно смотреть данный товар, который нас интересует. Похоже на правду. Действительно, очень много цехов. И данный товар я видел в шоуруме уже. Объемы поражают, объемы площади данной фабрики. А вот тут все хорошо. То, что в каталоге, соответствует действительности. Можно размещать заказ. Мы двигаемся дальше. Фабрика делает вафельницы, мультимейкеры. Пойдем посмотрим. Мне кажется, будет интересно. Еще одна крупная фабрика. Производство грязное и вредное, так как здесь же на месте плавят, отливают, штампуют, красят и так далее. А на сборочной линии в это время собирают какую-то иную продукцию, не связанную с вафельницами. Ужасные рабочие условия, просто нон-стоп.